В России сейчас полным ходом идет поступление в вузы. Для будущих студентов и их родителей это всегда волнение. Но в этом году процесс этот особенно нервный из-за новых правил и законов, которые повлияют и на прием, и на учебу. Самая обсуждаемая тема тут – выход России из Болонского процесса, который задает стандарты образования во всей Европе. Но есть и другие неприятные новости. Государство теперь само решает, сколько и каких специалистов нужно стране, вручную распределяет бюджетные места между вузами, а также взялось пытаться рулить и платными местами. Часть бюджетных будет выделять по квоте участникам войны и их детям. Так что мест другим становится меньше, а конкурс растет. Идут разговоры, что будет возвращена советская система распределения, когда, закончив университет, человек ехал отрабатывать свое образование на несколько лет туда, куда пошлет страна. Но пока это не вводится даже и близко. Большая часть этих новшеств возникла не сама по себе. С самого начала войны российское государство декларирует новый подход к образованию. Оно должно стать суверенным. Не современным, не передовым, не эффективным, а суверенным. Чтобы, значит, не как за границей, а свое. Мы с вами много раз слышали о суверенитете в похожем контексте. Когда речь шла о суверенной демократии, недавно вот о суверенном интернете. Так что понимаем, про что эта песня. Это не тот суверенитет, что про свободу и независимость. Это путинский суверенитет, который про контроль. И вузы фактически становятся его инструментами. Будут пытаться штамповать из студентов аполитичных или лояльных граждан. И сделать это, сохранив эффективную систему образования, невозможно. Об этом сегодня и поговорим. Только перед тем, как начнем, напомню, если у вас проблемы с загрузкой YouTube, в описании ссылки, как его ускорить, а также VPN Liberty, спонсор этой рубрики, там первый месяц бесплатно. В 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали в итальянской Болонье конвенцию, согласно которой было образовано Европейское пространство высшего образования. Россия к этому делу присоединилась в 2003 году. Идея Болонского процесса в том, чтобы сделать высшее образование в разных странах более-менее сопоставимым. Чтобы выпускникам университетов было легче подтверждать дипломы в других странах, которые в Болонском процессе также участвуют. В идеале, вообще всей Европе должно быть понятно, что у вас за диплом такой. Чтобы бакалавр из Южноуральского университета был таким же понятным кадром для работодателя, как бакалавр из университета немецкого Любека или испанской Жироны. А еще интеграция в европейское пространство позволяла студентам участвовать в программах обмена и свободно переводиться в другие университеты, даже заграничные. Просто потому, что образование унифицировано и сопоставимо, и понятно, как предыдущее обучение зачесть. Преподавателям это тоже шло на пользу. Можно работать в разных вузах, не путаясь в стандартах и требованиях. В болонской системе высшее образование делится на бакалавриат в 4 года и магистратуру в 2 года. До нынешнего времени российские студенты следовали этому общеевропейскому треку. Но в начале войны, если вы помните, государство организовало кампанию коллективных писем за СВО. Подписывались актеры, режиссеры, спортсмены, ученые и вообще все. Правда, потом выяснилось, что некоторые люди даже не в курсе были, что подписались. У ректоров тоже было свое письмо. И вот за эту как бы солидарную поддержку войны Болонская группа исключила Россию из процесса. Наши чиновники тут же откликнулись в духе «не больно-то и хотелось, у нас свой путь, мы будем строить суверенное образование». И началась расстыковка шаттлов. Уже сейчас несколько вузов готовят не бакалавров и магистров, а исключительно специалистов и аспирантов. А с 2026 года, судя по всему, поступить на бакалавра вообще будет нельзя. Тут можно было бы сказать, ну и что? Пусть студенты не учатся по обмену, пусть специалистам будет сложнее признать диплом за границей, но и утечка мозгов будет меньше. Да и преподавателям нечего куда-то там ездить. У нас отличные научные школы, сами разберемся, чему и как учить молодежь. Да и много ли в России вузов, где интеграция с европейским образованием зашла дальше, чем просто назвать учебные программы бакалавриатом и магистратурой? У многих ли студентов в самом деле была возможность отучиться семестр-другой в Европе? Ведь для того же Южноуральского университета, например, или Орловского, и большинства их студентов нет разницы, с Болонским процессом учиться или без него. В рассуждениях таких есть доля правды. Фактически, за последние 30 лет в России сложились две системы высшего образования.
Первое – в крутых современных вузах. Высшая школа экономики, Сколтех, РЭШ, РАНХИКС, МФТИ и еще десяток или два других. У них сильные, интересные программы, лучшие профессора, высокие требования к владению языками, особенно английским. Эти вузы ведут серьезную научную работу, их студенты и преподаватели участвуют в международных программах обмена. Короче, там будущее наступило, и, разумеется, они готовят отличных специалистов, дипломы которых котируются по всему миру. Желающих поступить в такие вузы очень много, и для них выход из болонского процесса действительно болезненный. Вторая система куда скромнее и консервативнее. Уровень образования там не так высок, что видно и потому, как невысоко ценятся их дипломы. Прорывов в науке и педагогике там не наблюдается. Выпускники не полагаются на диплом как на стартовую точку для международной карьеры. Часть студентов вообще учится, чтобы иметь легальную возможность не ходить в армию. Этим вузам болонская система предыдущие 20 лет не очень-то помогала, и сейчас студенты от выхода из нее особенно не страдают. И поскольку не пострадавших вузов большинство, можно было бы сказать, что ну и ладно. Ничего глобального в образовательной системе не сломается. Но если посмотреть на эти группы вузов как на две системы высшего образования, мы кое-что заметим. Одна из них реально эффективная, а другая нет. Что вообще такое эффективность высшего образования? Подходов существует много, но общепринятый сейчас на это взгляд – это рассматривать образование как инвестицию. Время и деньги, вложенные в образование, возвращаются в виде экономического роста. Для студентов это означает более высокие доходы в будущем. Есть оценки, что 1 год обучения в среднем увеличивает будущий доход обучающегося на 10%. Это колоссальная отдача. Мало какие другие инвестиции с этим могут сравниться. Стоимость человеческого капитала в любых оценках совокупного богатства в мире составляет более половины. Это дороже всех природных ископаемых, всех физических ресурсов, да вообще любых активов. И человеческий капитал может быть сравнительно легко приумножен несколькими годами обучения. Словом, эффективная система высшего образования работает на рост человеческого капитала. Конечно, есть у нее и другие функции. Во-первых, она создает знания. Качественные университеты не просто скармливают студентам информацию из учебников, но и ведут сами научную работу. Составляют те самые учебники, в конце концов. Во-вторых, образование выступает социальным лифтом, главной возможностью добиться успеха. Не единственный, конечно, но статистически самый главный. При этом функция социального лифта выгодна не только студентам из бедных семей, но и государству в целом. Например, потому что так в элиту приходят новые талантливые люди из разных слоев. Но все же главная задача образовательных систем – работа на рост человеческого капитала. И сегодня это значит не просто выучить школьника на инженера и в таком качестве использовать его в экономике всю его трудовую жизнь. Теперь это значит вырастить специалиста, который будет готов развиваться вместе с экономикой, который не растеряется, когда его профессия вдруг потеряет актуальность, а выучится новому и станет еще более востребованным. А значит, нужно не просто давать студентам хорошую базу, но и стимулировать креативность, развивать критическое мышление, а еще расширять их представления о возможном. И для этого недостаточно университетов-супермаркетов, где можно приобрести одну конкретную профессию. Для такой амбициозной задачи нужны творческий подход, инновационность, тесная связь и с наукой, и с экономикой. Нужны международное сотрудничество, доступ к самым современным методикам, а самое главное – академическая свобода. Преподаватели, ученые и студенты должны иметь право свободно учить, учиться, исследовать и обсуждать идеи, даже если те не симпатичны государству или руководству университета. Это не каприз, не пожелание, а необходимое условие для развития науки и эффективного образования студентов. Если преподавателей увольняют, а студентов отчисляют за политические взгляды, если запрещают курсы, книги и целые темы, если преследуют за публикацию или международное сотрудничество, образование упрощается, унифицируется и сводится к дрессировке. Авторитарные власти часто думают, что это блажь какая-то, что можно просто выдать государственное задание, и профессора наделают молодых специалистов тех профессий, которых велено. Никакой свободы тут, мол, и не нужно. Но исследования подтверждают обратное. Академическая свобода напрямую влияет на качество того самого человеческого капитала. Академическая свобода
стимулирует развитие науки, возникают предпосылки для роста производительности труда. Бонусом элиты становятся более разнообразными, а значит, вся политическая система делается гибче и устойчивее. Эффективная образовательная система привлекает иностранных студентов, и это уже работает на международный имидж, становится мягкой силой. Возвращаясь к нашему рассуждению о двух системах высшего образования в России – передовой, эффективной, современной и устаревшей, но контролируемой. Очевидно, этому раздвоению приходит конец, но не через модернизацию устаревшего, а наоборот, через ограничения для сильных вузов. Академическая свобода породила 11 учебников истории и возможность директорам школ, например, отменять празднование Дня Победы. Специальная военная операция показала, что, одерживая победу на фронте, мы рискуем понести идеологическое поражение, потеряв целое поколение наших граждан, которые являются сегодня студентами и школьниками. Российское высшее образование не просто отделяется от болонской системы, оно буквально изолируется, причем иногда экзотическими способами. Например, недавно Генпрокуратура признала нежелательной организацией Ельский университет США, занимающий 21 место в рейтинге лучших университетов мира. Мол, деструктивная у него деятельность, которая, цитирую Генпрокуратуру, направлена на нарушение территориальной целостности России и международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране, Генпрокуратура пишет. Елю, видимо, прилетело за то, что там учился Навальный. Генпрокуратура это не особенно и скрывает. Выпускники, по ее мнению, для эскалации протестной активности в России использовали полученные знания и технологии, полученные в Ельском университете, видимо. До этого Генпрокуратура уже признавала нежелательными другие зарубежные университеты. Австрийский Центральноевропейский, американский Барт-колледж, университет Бригама Янга. Российские студенты, обучающиеся там, буквально оказались в непонятной ситуации и в теории могут быть привлечены к уголовной ответственности, как и любые российские вузы или профессора, или кто угодно, кто сотрудничает с этими университетами или с Ельским университетом теперь. Даже за рамками болонской системы любое сотрудничество российских вузов с иностранными становится сложным. Самолеты напрямую не летают, деньги без хитрости не переводятся, обмен становится дорогим, а главное рискованным. Никогда не знаешь, когда очередной зарубежный университет покажется подозрительным какому-нибудь ведомству. Ну или профессор, который как-то контактировал с иностранцем. Да и без контактов за границей у профессоров и ректоров хватает проблем. Как минимум несколько десятков преподавателей российских вузов были признаны иностранными агентами, в том числе Юлия Галямина, Михаил Лобанов, Екатерина Шульман, Александра Архипова. В России преподавать они теперь не смогут, потому что заниматься преподаванием иностранным агентам запрещено прямо по закону. Да и ректоров очень активно сажают в СИЗО. В последнее время таких случаев было много. Изоляция российского образования идет не только изнутри. Зарубежные университеты тоже сворачивают сотрудничество с университетами российскими. Останавливаются совместные исследовательские проекты, некоторые академические издательства и научные журналы не публикуют авторов из России, и так цитируемость, важная метрика для научного мира, у российских ученых падает. Но главная проблема, конечно, заключается в преследовании российских профессоров, преподавателей, ректоров и в целом в насаждении вот этой вот атмосферы суверенного образования. И это очень эффективная стратегия. Наказав несколько десятков людей, государство напугало тысячи, отбило охоту соваться, куда не просят. И это у преподавателей и ученых, которым буквально по работе положено соваться везде со своим научным любопытством. Это губительно для российского образования. Ведь для ученого и педагога очень важна возможность задавать любые вопросы, провоцировать любые дискуссии, в том числе общественные и политические. Эффективное образование, если мы имеем в виду наращивание человеческого капитала, а не штамповку специалистов по какому-нибудь узкому профилю, эффективное образование не может нормально развиваться в изоляции и несвободе. Как не может и наука. Когда власть сменится, настоящим национальным проектом должно стать создание образовательной системы России. Эффективной, свободной, современной и разнообразной. Нам нужно будет всерьез интегрировать ее в международные системы, приглашать экспертов, восстанавливать авторитет научных школ и всеми силами
беречь ее свободу. До завтра.